Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия, и в этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого маленького и очаровательного олененочка. Он небольшой, его рост от ножек до рожек составляет всего 20 сантиметров, расход пряжи маленький, вяжется легко. Берите необходимые материалы и приятного вам вязания! Для вязания вот такого олененочка вы можете использовать, как и я, пряжу Alize Softy в 2 ниточки, либо вязать его из плюшевой пряжи Гималая Dolphin Baby или Dolce, тоже прекрасно подходит. У меня они получаются одинакового размера, связанные из той и из этой пряжи. Получается, основной цвет Softy у меня здесь 115. Мне требуется один вот такой моточек в 2 ниточки я вяжу. И дополнительно я использую бежевый 62 для мордочки. Также для рожек и носика я выбрала полухлопковую пряжу Yarn Jeans. Размер глазок вот такие они на безопасном креплении 16 миллиметров. И дополнительным цветом, вот здесь у меня идет черный в первом варианте, во втором я буду вязать из плюшевой пряжи. Ножки копытца. Крючок у меня 4 миллиметра. И для софти, и для плюшевой пряжи одинаковый. Наполнитель. Длинная игла для пришивания деталей. Получается, игрушка вяжется цельновязанное туловище. Пришиваю носик, ушки, рожки и голова к туловищу. Для начала нам нужно связать хвостик. Для этого мы делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко мы затягиваем. И следующий, второй и третий ряд нам нужно провязать по 6 столбиков. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, и шестой. И следующий ряд также провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В следующую петлю мы провязываем соединительный столбик, воздушная петля и ниточку вытягиваем, обрезаем. Сильно длинный хвостик оставлять не нужно, потому что мы будем его ввязывать. Вот такая у нас получилась деталька. Откладываем пока в сторону и приступаем к вязанию ножек. Ножки нам нужно 4. Первые 2 мы вяжем по одной схеме, чтобы вот эта ступенька у нас смотрела вовнутрь. А вторую пару, третью и четвертую ножку мы вяжем наоборот, чтобы ступенька смотрела в другую сторону. Сейчас одну мы свяжем вместе. Покажу, как это делается. Там отличие всего в 2 рядах. Поэтому одну вяжем вместе, одну сторону, следующую сторону я оставлю вам текстовую схему на экране, и вы свяжете ее уже самостоятельно. Начинаем вязать пряжей цвета копытца. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем колечко
Далее вяжем следующий ряд. Нам нужно провязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика. И в итоге у нас в ряду в этом получится 12 столбиков. Провязали. Далее следующий третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида, следующую петлю прибавку. И второй раз вяжем точно так же 1 столбик, следующую петлю прибавку. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 8 столбиков. Следующий четвертый ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли. У нас петля разделяется на переднюю полупетельку и на заднюю. Переднюю мы оставляем нетронутой, за заднюю полупетлю провязываем 1 столбик без накида. Дальше нам нужно провязать убавку. Сейчас показываю, как делаю я убавку в этом месте. Вытягиваю петельки на крючок, получается 3, провязываю их вместе. Еще один раз мы вяжем 1 столбик, весь ряд за заднюю полупетельку. Снова вяжем убавку. С одной петельки вытягиваем и со второй провязываем вместе. Далее довязываем 8 столбиков до конца ряда. Последний 8 столбик не довязываем до конца. Вытянули петельку и оставили 2 на крючке. Обрезаем ниточку коричневую и присоединяем нить основного цвета. Столбик довязываем уже другой ниточкой. Следующий 5 и 6 ряд провязываем по 12 столбиков в каждом ряду. Провязали 2 ряда. Следующий мы вяжем 7. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам нужно провязать с вами подряд 3 убавки. Здесь я убавку уже вяжу как обычно за переднюю полупетельку. Так, вторая убавка и сразу же 3. Получается у нас сейчас 9 столбиков в ряду. Следующий 8 ряд провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и дальше вяжем подряд 3 прибавки. Первая, вторая и 3. Снова у нас получилось 12 столбиков. Дальше мы вяжем 9 и 10 ряд по 12 столбиков. Всего 2 ряда. Довязали. Следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю, ниточку обрезаем не сильно длинную. Можно оставить коротенький хвостик,
Добавляем наполнитель, вяжем 2 ножки, точно так же, как мы сейчас провязали с вами. И 2 ножки вяжем по схеме на экране. В каждой ножке ниточку обрезаем. Связали необходимые для туловища детали, хвостик и 4 ножки. Теперь убираем их пока в сторону. Будем с вами вывязывать животик. Вот такая часть, которая будет располагаться между ножками. Начинаем вязание с кольца амигуруми. В это кольцо мы провязываем 6 столбиков. Первый ряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, ставим маркер и продолжаем вязать. Следующий ряд провязываем. Второй нам нужно провязать подряд 6 прибавок. И получится у нас во втором ряду 12 столбиков. Провязали. Вяжем третий ряд. Провязываем 2 столбика. Первый, второй. Дальше мы вяжем 2 раза по 3 столбика в одну петлю. Получается, первый раз провязываем первый столбик в эту же петлю, второй столбик и в эту же петлю третий столбик. И еще один раз делаем то же самое в следующую петлю. Первый столбик, второй, третий. Дальше вяжем 4 столбика подряд. Первый, второй, третий, четвертый. И снова повторяем в одну петлю первый, второй и третий столбик. И еще один раз в следующую петлю первый, второй и третий столбик. Далее вяжем 2 столбика. Первый и второй. Закончили третий ряд. Далее вяжем четвертый. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Снова повторяем 2 раза по 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Провязываем 8 столбиков. Вот здесь не пропускайте столбик, чтобы не затерялся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Далее снова повторяем 2 раза по 3 столбика. Раз, два, три. И еще один раз в следующий столбик. 1, 2, 3. Довязываем дальше 4 столбика до конца ряда. Первый, второй, третий и четвертый.
Деталь животика готова. В следующем ряду мы будем ввязывать ножки. Вяжем следующий 5-й ряд. Провязываем 3 столбика по животику. 1, 2 и 3. Берем одну ножку, располагаем ножку так, чтобы она смотрела ровненько. Это может не получиться с первого раза. Провязываем, захватывая петлю на ножке и петлю на туловище, на животике. Провязываем вместе их столбиком без накида. Дальше 2-й раз. 3 и 4. Так, провязали 4 столбика с ножкой и туловищем. Далее провязываем 1 столбик на животике. Берем вторую ножку, смотрим, чтобы она располагалась также ступенькой вовнутрь и передняя часть смотрела ровно на вас. И начинаем провязывать также вместе. Четыре столбика. 1, 2, 3 и 4. Далее вяжем по петлям животика. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и берем 3-ю ножку ступенькой вовнутрь. Провязали. Дальше провязываем 1 столбик на животике. И берем последнюю оставшуюся ножку, прикладываем ее ровненько и провязываем. Первый. Второй. 3. И 4. Вот. Все готово. Вот эти места, где мы сейчас ввязывали по 4 столбика, мы их больше не трогаем. Провязывать будем только по оставшимся петлям ножки и по вот этим открытым петлям животика. Сейчас еще нам нужно довязать ряд. Провязываем оставшиеся 2 столбика. 1 и 2. Получилось у нас с вами по бокам 5 столбиков на животике, между ножек по 1 столбику
И вот здесь мы ввязали по 4 столбика. Дальше вяжем следующий ряд. 6. Провязываем 3 столбика по животику. 1, 2, 3. Теперь переходим к ножке. Здесь у нас оставшиеся петли, их должно получиться 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 петля. Теперь потуже провязываем следующий столбик, один, который у нас был между ножек. Это сейчас получается передний. Снова переходим к ножке, провязываем 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Провязали, переходим к животику. Здесь нам нужно провязать 5 столбиков. 1, 2, 3 и 5. Переходим к ножке. На ноге нам нужно провязать также 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Вяжем один столбик между ножками и провязываем 4-ю ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Остается 2 столбика по животику. Готов наш 6-й ряд. Вот что у нас получается. Вяжем далее 7-й ряд. Провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Мы подошли как раз сейчас к столбику, который находится между передними ножками. Вот он у нас здесь был один. В него мы сейчас провязываем 3 столбика. 1, в это же место 2 и 3. Дальше довязываем до конца ряда. Столбики без накида, их осталось 32 до маркера. Провязали. Следующий 8, 9 и 10. Получается всего 3 ряда. Нужно провязать по 46 столбиков без накида. Провязали. Вот какая деталь у нас уже получилась. И дальше провязываем уже 11 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3,
четвертый, пятый, шестой. Теперь провязываем убавку. Обратите внимание, на каком месте находятся убавки. Они все должны быть симметричные. Дальше мы провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И оказываемся на том месте, где у нас была прибавка из 3 столбиков. Теперь нам нужно здесь же сделать убавку, также из этих 3 столбиков. Получается, я захватываю сразу 3 полупетли и вяжем убавку. Она как раз должна находиться между ножек. Далее провязываем снова первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Вот у нас одна убавка с этой стороны ножки, одна с вот этой и одна убавка из 3 столбиков посередине. Она единственная из 3, остальные все я делаю как обычно. Убавка — это 2 столбика вместе. Далее провязываем по вот этой части боковой 12 столбиков. Первый, второй, 11 и 12 столбик. Провязываем убавку. Теперь в этом месте сзади между убавками у нас 5 столбиков. Первый столбик мы провязываем. Далее берем хвостик и провязываем следующие 3 вместе с хвостиком. Захватываем петлю на хвостике и на туловище. Провязываем вместе первый. Захватываем следующую петлю. Второй. И захватываем третью петлю. Также провязываем вместе. Далее вяжем еще один столбик по туловищу. Получилась у нас убавка 5 столбиков 1, 3, 1. И снова вяжем убавку. Убавку провязали. Теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Готово. Вот так наша деталь выглядит. Получается, все следующие ряды у нас уже будут с убавлением. Вяжем следующий ряд. 12. Провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем убавку. Провязываем 7 столбиков по передней части. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый у нас располагается ровно посерединке. Пятый, шестой, седьмой. Вяжем убавку. Далее провязываем по боковой части 9 столбиков. Первый, второй, третий,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вяжем убавку. Далее нам нужно провязать 7 столбиков. Из них нужно 3 провязать с хвостиком. Получается, сначала 2 столбика мы провязываем по туловищу, первый, второй. Далее переходим на хвостик и вяжем только по петлям хвостика. Первый, второй, третий столбик. Видите, я захватила только хвостик. Эти 3 петли внутренние мы уже не трогаем. Дальше снова вяжем по туловищу. 1 и 2. Получается, мы 7 столбиков провязали. 2, 3 и 2. Снова вяжем убавочку. И довязываем до конца ряда. У нас осталось 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Можете уже постепенно добавлять наполнитель в ножки. Я пока этого делать не буду, через пару рядочков только. Вяжем следующий ряд. Так, в этом 12 ряду у нас с вами получилось 36 столбиков. Следующий ряд 13. В начале провязываем 19 столбиков и оказываемся на противоположной стороне. У нас убавки сейчас будут идти по вот этой части. «19 столбиков провязали. И теперь нам нужно провязать подряд 8 убавок. Я их провязываю за передние полупетельки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, и 8 убавка. И здесь у нас еще с вами остается 1 столбик без накида, не провязанный. До конца ряда. Все, довязали его тоже. Получилось 19 столбиков, 8 убавок подряд и 1 столбик без накида. И теперь уже у нас получается в ряду 28 столбиков. Вяжем следующий ряд. Снова также провязываем 19 столбиков. Провязали. Дальше нам нужно провязать подряд 4 убавки. Как раз на тех местах, где в прошлом ряду было 8 убавок. Первая. Вторая. Смотрите, чтобы все было симметрично. Третья. И 4-я убавка. И довязываем 1 столбик, оставшийся до конца ряда. Так, 19, 4 убавки, 1 столбик. И в итоге у нас сейчас получилось с вами 24 столбика в ряду. Уже можно добавлять наполнитель. Сейчас расскажу про то, как
набиваю такие фигурки. Добавляем наполнитель не в края, вот эти переходы внутренние от ножки к туловищу. Если вы будете основной упор делать на эти части, вот так добавлять наполнитель, к примеру, вот в животик, в ножку, то ножки у вас разойдутся в стороны. Поэтому наполнитель мы добавляем больше с краю, с наружной стороны ножки. Формирую ее так, чтобы она стояла ровненько. Видите, у нас ножки практически не разъезжаются. Также в животик, когда добавляете наполнитель, вы его добавляете не вниз, напирая. Получается, при таком способе опять ножки расходятся в стороны. Просто вот так вот вниз давить, и чтобы у нас животик выпирал. А надо хорошенько его распределять по бокам. Добавили в серединку и пальцами раздвигаете его к краям, к вот этим частям ножек. Таким образом животик у нас не будет потом сильно выпирать. Совсем немножечко он торчит. И ножки будут ровненькие. Наполнили хорошенько туловище и вяжем следующий ряд. Это у нас уже получается 15. Нам нужно провязать 18 столбиков. Первый, семнадцатый и 18 столбик. Перешли на другую сторону. Дальше провязываем подряд 3 убавки. Первая убавка. Вторая у нас получается ровно посередине. И третья. Так, не очень я контрастную взяла ниточку, но думаю, видно, как у нас конец ряда уходит на другую сторону. Теперь ряд у нас заканчивается практически посередине, сзади игрушки. Провязали этот ряд. У нас получилось теперь 21 столбик. Дальше вяжем следующий ряд, 16. Провязываем сразу же убавку. Далее вяжем 15 столбиков. Первый, второй, 14 и 15. Теперь провязываем 2 убавки. Первая и вторая. Получилось у нас в этом ряду 18 столбиков. И перед тем, как вязать дальше следующий ряд, добавляем хорошенечко наполнитель во все места. Вот здесь у нас бугорочек получается, тоже не забудьте сюда добавить хорошо наполнителя. И здесь сзади тоже немножко приподнимаем. Такая должна получиться фигурка. Следующий ряд 17. Провязываем убавку. Двенадцать столбиков. Первый, 11 и 12. Это мы вязали все столбиками без накида. Теперь нам нужно с вами провязать один полустолбик с накидом.
убавку также из полустолбика. Раз, снова накид и вытягиваем. Теперь все эти петли провязываем вместе. Еще раз убавку из полустолбика. Получается, я вытягиваю ниточку, оставляю на крючке, делаю снова накид, со следующей петли вытягиваю и теперь провязываю все эти петли вместе. Снова вяжем полустолбик с накидом. Вот так у нас с вами получилось. Это мы приподняли эту часть шеи благодаря полустолбикам. Если провязывать вот так вот, как я сейчас показала, то здесь дырочки будут минимальные. Их будет практически не видно. Теперь следующий ряд мы провязываем столбиками без накида. Мы уже вышли за пределы 17 ряда, уже начали 18, но теперь можно просто переставить маркер, если хотите. Но я уже сейчас просто провязываю по кругу 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15. Провязали 15, вот теперь вяжем 1. В следующую петлю соединительный столбик. Но теперь вязание разворачиваем и, начиная со второй петли от крючка, вяжем в обратную сторону столбики без накида, чтобы приподнять немножко заднюю часть шеи. Первый столбик со второй петли от крючка, второй, третий, четвертый, пятый. Смотрите, может быть, у вас будет немножко другое количество столбиков. Нужно, чтобы было все ровненько. Получается, вот здесь мы сделали соединительный, развернулись. И до вот этой части нам нужно довязать столбики без накида. Так, у меня выше 5. Я сейчас вяжу еще один шестой. И в следующую петлю я уже провязываю соединительный столбик. Воздушная петля. Если будем пришивать этой же ниточкой, то обрезаем, оставляя длинный хвостик. Если нет, то коротенький. И вот что у нас с вами получилось. Получается, приподняли вот эту часть, чтобы головка у нас не запрокидывалась. Вот такая фигурка вышла. Добавляем дальше наполнитель. И переходим к вязанию головы.